Всем привет! Я Марина, и с вами Школа Сакрамел. Рада приветствовать вас на своем YouTube-канале. Амбре – это плавный переход от цвета к цвету. Хочу с вами поделиться 3 простыми способами, как его можно выполнить любому мастеру. Но при этом, чтобы он смотрелся чисто, без точек, без заборчика, плавно и красиво. Ведь способов создания амбре большое множество. И губкой, и аэропуффингом, и аэрографом. Но сегодня я продемонстрирую работу с кистью. Важный момент – это сочетание цветов, гель-лаков, а также их плотность и консистенция. Ведь гель-лаками, которые густеют на воздухе, не так-то просто выполнить переход. В работе я продемонстрирую гель-лаки различных марок. Прежде чем мы приступим к практике, подпишитесь на наш канал. Подписались? Ну что, начнем? Первое, с чего стоит начать, это с выбора правильного цветового решения. И в этом мне поможет цветовой круг. Это специальный инструмент не только для мастеров маникюра, но и для всех тех, кто имеет дело с цветом, например, дизайнеров, колористов и так далее. Мы можем с вами увидеть первичные оттенки: красный, синий, желтый, вторичные, смешанные, зеленый, фиолетовый, оранжевый и более сложные цветовые сочетания, третичные оттенки: синий, фиолетовый, фиолетово-красный и так далее. Ссылку на электронный цветовой круг я оставлю под этим видео. То есть вам не обязательно покупать такой цветовой круг, вы можете зайти на специальный сайт и там в режиме онлайн его покрутить, повертеть. И в работе для того, чтобы переходы амбре были наиболее простыми, наиболее плавными, рекомендую выбирать цвета, стоящие на одной линии, либо цвета, которые стоят рядом друг с другом, либо через, например, 1-2 клетки. Так ваш переход будет наиболее плавным и простым. Не рекомендую вам смешивать контрастные оттенки, это те, которые стоят друг напротив друга. Например, синий, оранжевый. Если вы возьмете 2 оттенка для перехода амбре, то посередине получится грязный оттенок. Для того, чтобы выполнить такой переход, необходимо взять промежуточный, третий, например, синий, после этого фиолетовый, например, розоватый оттенок, и только потом уже выйти в оранжевый. Такой переход будет смотреться наиболее плавным. Сейчас вам покажу пример. Этот переход из синего в оранжевый, где помощником в переходе был розовый оттенок. Первый способ я хочу вам показать продольный градиент. Например, как в данном случае переход из зеленого в желтый оттенок. Такой переход просто выполнять любыми цветами, любыми гель-лаками. Переход буду выполнять при помощи белого On IQ 120 и Nail Passion ароматный бергамот. На одну половину ногтя наношу белый оттенок, на вторую половину зеленый. Отжимаю кисточку внутри флакона, чтобы кисть была сухая. Теперь делаю зигзагообразные движения, чтобы цвета перемешались, вошли один в другой. И после этого кистью из флакона буду выполнять длинные движения от кутикул до свободного края, сначала посерединке, затем чуть-чуть влево и через серединочку чуть-чуть вправо. После этого на клиенте я оттягиваю кутикулу и формирую ровную линию под ней. Вот посмотрите, уже буквально за несколько движений у нас получился плавный переход, мы можем отправлять его на просушку в лампу. Обязательно перед тем, как убрать кисть во флакон, протрите ее об безворсовую салфетку. И второй слой выполним по аналогии. Если вы считаете, что белого цвета недостаточно, вы можете нанести его больше, чем на серединку типса. С противоположной стороны зеленый. Зигзагообразные движения. Серединку смешиваю. Если кисточка из флакончика достаточно жесткая, вы для этого можете использовать любую дополнительную кисть. Например, овальную. Меня результат устраивает. Подравниваю у кутикулы и отправляем на просушку в лампу. Перекрою топом без липкого слоя On IQ. Если вдруг вам не нравится ваш переход, вы всегда его можете задекорировать при помощи специальных блесток. Выбирайте самый мелкий помол, и блестки я буду лепить на густую каучуковую базу. Базу наношу в средний слой. База будет у меня лучше держать блестки, нежели чем топовое покрытие.
очень обильно, щедро посыпаем наш ноготок блестками. Отправляем на просушку в лампу на 1 минуту. И остатки блесток убираем при помощи жесткой щетки. Активно работаю щеткой, чтобы ни одна блесточка у вашего клиента в процессе носки не отвалилась. Второй способ – это омбре по сухому, когда вы будете вбивать мокрый гель-лак в липкий слой предыдущего цвета. Сейчас я вам все покажу. Наношу цвет на всю поверхность ногтя. Для того, чтобы цвет был плотным, на клиенте наносим 2 слоя. Сейчас, чтобы не тратить время, я наношу в 1. Просушиваем. Переход буду делать при помощи розового цвета. Обратите внимание, что 2 оттенка в цветовом круге стоят рядом друг с другом. Розовый – это пастельный оттенок красного, и оранжевый. Соответственно, будут хорошо сочетаться друг с другом. Розовый цвет накладываю у кутикулы большим объемом. Чуть-чуть протягиваю вниз. И для этого перехода я буду использовать кисточку Рублев пятерочка, также она называется гребешок. И теперь границу я протягиваю легкими движениями на себя. Еще могу чуть повыше забраться. Кисточка лежа. И теперь получившуюся границу я разбиваю похлопывающими движениями. Хлопаю. Таким образом я вбиваю один цвет в другой. Отправляем на просушку. Согласитесь, такая техника очень простая, но важно, что не все оттенки гель-лаков для нее подходят. Поэтому прежде чем делать на клиентах, обязательно подготовьте демонстрационные образцы, из которых клиент уже может выбрать понравившийся ему вариант. И еще одно цветовое сочетание в данной технике – это розовый и салатовый. Казалось бы, 2 оттенка, которые стоят друг напротив друга в цветовом круге, контрастные. Переход получится нечистым, но благодаря технике по сухому мы можем выполнить такой переход, и он будет смотреться неплохо. И снова я вам предложу вариант для декора. Использовать буду вот такие полупрозрачные камефубики, сейчас они очень популярны. Крепить я их буду на липкий слой цвета. Отправлю в лампу для фиксации. Теперь для того, чтобы камефубики не отвалились, перекроем их снова густой базой On IQ. Могу перевернуть ноготь клиента для того, чтобы база подразровнялась. Отправляем на просушку. И теперь давайте поступим следующим образом. Один типс мы перекроем глянцевым топом, а второй с дизайном матовым. Очень быстрые, простые переходы, но обязательно протестируйте свои цвета, как они будут смешиваться. Ну что ж, теперь мы дошли до третьего способа, более сложного. Техника называется омбре по мокрому. Для этого я буду использовать вот такую кисть. Она без названия. Ссылку на кисточку также я оставлю в описании под данным видео. Она мне очень нравится, как только я ее приобрела, мои омбре преобразились, стали очень чистыми и быстрыми. Выполним с вами пастельные переходы, то есть те цвета, которые в своем составе имеют белый пигмент. Например, фиолетовый с голубым, фиолетовый с розовым, розовый с пастельно-оранжевым и так далее. Благодаря пастельному тону вы можете выполнить переходы очень быстро, без проблем. Beautix 318 и On IQ 027. На кутикулу нанесу голубой оттенок на 1/3 ногтя и на 2/3 нанесу фиолетовый оттенок, уже более тонкий слой. Кистью смешиваю голубой оттенок с фиолетовым под небольшим углом в 45 градусов. Очищаю кисть. Всегда рядом с собой держу салфеточку с обезжиривателем. И после этого перемещаюсь с голубого оттенка мелкими стежочками, буквально по 2-3 мм, начинаю стягивать его вниз. Переход даже практически не заметен, так как оттенки пастельные и легко вмешиваются друг в друга.
отправим на просушку. И по такому же принципу выполняем второй слой. Если вы хотите, можете нанести меньше голубого, больше фиолетового, например. Смешиваю голубой с фиолетовым, очищаю кисть и после этого спускаю голубой на фиолетовый оттенок небольшими стежочками. Угол приблизительно 30-45 градусов. Самое главное, делайте небольшие стежочки. Если вы на поверхности видите неровности, можете поставить кисточку перпендикулярно и чуть-чуть поукалывать поверхность. Таким образом черточки исчезнут. Давайте возьмем следующий фиолетовый плюс розовый. Розовый и бирюзовый. Бирюзовый и голубой. Хотите увидеть более сложные переходы? Ставьте пальчик вверх, соберем 1000 лайков, и я покажу, как выполнить переход из 5 цветов. Давайте снова украсим наши типсы. Первый мы покроем глянцевым топом. Второй мы покроем матовым топом. Кстати, матовый топ позволяет скрыть любые недостатки перехода. Поэтому, если что-то у вас не получилось, перекройте ноготки матовым топом. На третий мы снова посыпем блестки. Для этого я использую густую базу. И еще на один типс мы отпечатаем вот такую бензиновую фольгу. Она смотрится очень красиво, как будто бы перламутр ракушки. Матовой стороной сильно прикладываю к липкой поверхности и приподнимаю. И сверху перекрою глянцевым топом. Хорошо покрываю с небольшим выравниванием, для того, чтобы фольга держалась до следующей коррекции. По-моему, просто потрясающие переходы, очень быстрые, плавные. Они подойдут под любой гардероб вашего клиента. А благодаря различным топовым покрытиям и эффектам мы смогли разнообразить дизайн амбре. Давайте посмотрим на результаты, которые у нас получились, применяя 3 техники переходов. Напишите в комментариях, какой из вариантов амбре вам понравился больше всего. Я знаю, что в процессе выполнения переходов вы сталкиваетесь с рядом проблем. Свои вопросы вы также можете задавать в комментариях, и я с радостью на них отвечу. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем счастливо! Пока-пока!